Теперь будем вязать уши лошади. Берем пряжу того же цвета, что вязали лошадь. Оставляем хвостик. И в кольцо амигуруми провязываем 5 столбиков без накида. 1. 5. Стягиваем кольцо. 1 воздушная. Поворачиваемся. Под эту петлю вяжем прибавку. То есть 1, 2 под третью петлю по счету. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую петлю полустолбик с накидом. Столбик с накидом в эту же петлю. И в эту же петлю полустолбик с накидом. В следующую петлю прибавка столбиков без накида. И вот в последнюю петлю столбик без накида. Во втором ряду 9 столбиков. 1 воздушная. Поворачиваемся. Третий ряд. 3 столбика без накида. Под следующую петлю полустолбик с накидом. Сюда же столбик с накидом. Одна воздушная. Опять же сюда, в эту петлю, столбик с накидом. И сюда же, в эту петлю, полустолбик с накидом. И в конце ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3. И под последнюю петлю 4. Стяните как следует кольцо. Теперь отрезаем нитку. Затягиваем узел. А эту нитку, которой мы затягивали кольцо амигуруми центральную, нужно протянуть в угол.
И теперь нужно их завязать узлом, эти нитки. Вот, чтобы вот так получилось. И вот такое ухо должно получиться. Самостоятельно свяжите еще одно. Теперь я вам покажу, как можно связать сердечко и звездочку, чтобы прикрепить на лоб лошади. Я вязала из ниток мулине, которые разделила. Вот здесь у меня 3 нитки и здесь 3 нитки. И вязала крючком 1,5 миллиметра. Но поскольку нитка тонкая, я вам буду показывать на обычных нитках. Можно взять те же нитки, которыми вы вязали лошадь, но чтобы немного отличалось. И отделить одну нитку. И вот одной ниткой вязать. Но я вам буду на всю нитку показывать. В кольцо амигуруми вывязываем 2 воздушные петли. Теперь сюда же в кольцо вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная. И вывязываем пико. Две воздушные петли. И в кольцо столбик без накида. Две воздушные. Столбик с накидом. Одна воздушная. Пико. Две воздушные. Столбик без накида. Это мы уже 3 раза провязали. И еще 2 раза нужно также провязать. И теперь кольцо стягиваем.
Затем нитку отрезаем и затягиваем узелок. Ну, здесь посильнее можно стянуть. Вот. И звездочку можно пришить на лоб лошади. Ну, только цвет выберите подходящий. И пряжу. Теперь я вам покажу, как связать сердечко. Тоже вяжите тонкими нитками и тонким крючком. В кольцо амигуруми. Три воздушные петли. 3. Далее сюда 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Четыре столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И теперь это кольцо стягиваем. Затем нитку отрезаете. Сюда закрепляете. И у вас получается сердечко. Кольцо посильнее стяните. И вот так у вас получится. И тогда вы можете либо звездочку, либо сердечко пришить на лоб лошади. Я вам расскажу, где пришивала уши. Вот у нас центр. Вот после него. Вот один ряд. 2. И вот здесь третий ряд. Вот по нему. Это верх. И между ушами 1, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков. И пришиваем. Теперь ноздри. Ноздри я вышивала черной ниткой. Всей ниткой не вышивайте, потому что грубо получится. В 2 нитки тоже грубо. Вот, вышивайте в одну нитку. И примерно вот где конец морды. И галочкой. Либо крестиком. Кому как понравится. Маркерную нить нужно вытащить. Вытаскивайте. Вот так не тяните, иначе у вас все изделие стянется. Вытаскивайте вот таким образом. По одному стежку. После того, как свяжете звездочку или сердечко, приложите чуть выше бровей и пришейте мононитью. Если будете приклеивать, она будет оттопыриваться. Лучше пришить мононитью. Теперь по поводу гривы.
Гриву можно сделать из тех же ниток. Можно чуть потемнее взять. И от середины, вот здесь у нас есть ряд, заходите под столбики и вытягиваете, и узелком завязываете. Впоследствии можно нитки раскрутить, и грива будет волнистая. Так, хвост. Вот у вас ноги сходятся у лошади. И вот где-то вот здесь возьмите пучок ниток той длины, которой вам нужен хвост. Так, намотайте, сколько вам нужно. Вставите. И здесь разрежете. И подровняете. Также можно хвост сделать из травки и гриву. Ну, кто как сможет. Вот. Несколько прядей наклеить, разложить как следует. Можно одну в одну сторону прядь, вторую прядь в другую сторону. И вот так сделать. Хвост тоже можно взять несколько прядей. Вот так. И вставить. Ну, тут фантазировать нужно. Если лошадь другого цвета, есть травка другого цвета. Я буду использовать трессы для кукол. Из нее сделаю гриву и хвост. Наклеивать трессы. Вот здесь, где грива, буду наклеить B7000. Как я буду делать хвост? Беру трессы и вот так закручиваю. И иголкой и мононитью сшиваю каждый виток. Сшила, закрутила, сшила, закрутила. Закручивайте туго. И все время зашиваю мононитью. Вот так я накрутила хвост. Тресс взяла длиной 18 сантиметров. И мононитью сшила. Сшивала очень часто. Затем смотрим. Вот. Видите ряд? Вот он отличается. 1, 2, 3, 4, 5. После 5-го ряда найдите центр и туда внутрь каким-нибудь инструментом проталкиваем. Кстати, хвост и гриву можно сделать из обычного бельевого шнура. Если лошадь светлого цвета, то белый шнур возьмите. Если лошадь коричневого или черного цвета, надо подбирать шнур. Значит, вы отрезаете нужное количество и распускаете. И вот берем вот эту оплетку, и она будет кудрявая, как эти трессы, и блестящая. И из них делаем хвост и гриву. Теперь я вам расскажу, как клеить трессы. Ну, на куклу клеить легко, а вот с лошадью будет трудновато. Для начала нужно приклеить челку.
Я уже отрезать не буду, буду вам только рассказывать. Определите по лошади, какой ширины нужна челка. И отрезаете. Затем берете клей. У меня B7000. И наносите полоску клея на полиэтиленовый пакет, либо на зеркало старое, либо на стекло, на кусок стекла. И приклеиваете. Приклеили этот кусочек. И потом этим же клеем нужно промазать ниже, то есть по самим волосам. Когда это высохнет, долго не держите, потому что может приклеиться к полиэтиленовому пакету. Вот. Ну так, менее-более выдержите и снимите. Так, вот у вас отрезан кусок. Здесь вы проклеили. После этого отрезаете вот эту часть. Надо без нее делать челку, иначе неаккуратно будет. И потом, где у вас клей, оставить маленькую полосочку и лишний клей срезать. Главное, чтобы у вас волосы держались. После этого приклеивайте волосы сюда, где у вас будет челка. Когда у вас приклеится как следует, отмеряйте, сколько вам на челку оставлять, и отрезаете. Отрезали, держим отрезанную часть, держим. И опять клеем наносим полоску и отрезанную часть прикладываем. Можно взять зубочистку и зубочисткой вот так клей размазать. Значит, эта часть у вас ушла на челку, а эта часть у вас осталась. Чтобы не выбрасывать, сохранить эту часть для дальнейшего использования, значит, вы нанесли клей, приложили остатки, разложили так. Можно еще сверху клеем провести. Немного зубочисткой разгладили, чтобы клей был ровно. Значит, еще раз повторяю, эта часть ушла на челку. Эта часть вы отрезали, она у вас осталась. Все, высохло, сняли, и можно в дальнейшем трессы использовать. Так, еще что по поводу трессов. Вы старайтесь их не расчесывать. И когда вы будете делать хвост, старайтесь, чтобы не запуталось у вас. Ни зубочисткой, ни расческой не расчесывайте. Иначе у вас получится вот такая некрасивая вещь. Взяла, расчесала немного, попробовала, проверила. Кудрявые не расчесывайте. Мне кажется, вот так локонами лучше. Ну, в принципе, это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Приклеили вы челку. Теперь клеим трессы. Как я клеила? Я наклеила одну часть, вниз ушла и по всей шее. Приклеилась. Трессы я уложила на одну сторону и отрезала. Теперь беру еще одну полоску и наклеиваю в другую сторону. Вот так. То есть у меня трессы были с двух сторон. Тоже наклеила, отрезала. Когда все высохло, для чего я так делаю на разные стороны? Чтобы утюгом потом загладить сюда, и тогда практически эта часть будет не видна. Гладить только через хлопчатобумажную ткань. Во-первых, у вас грива будет у лошади густая, и можно вот сплести вот такую косичку. Как я уже сказала, 2 пряди беру из трессов и 3-ю прядь, чтобы сплести косу, либо тесьму, либо шнур. И затем мононитью я эту косичку закрепляю.
чтобы не было видна вот эта основа. Вот прям сверху накладываем. Что хотелось бы добавить. Я пробовала пользоваться лаком для волос. У меня ничего хорошего из этого не получилось. Поэтому решайте, стоит вам лаком пользоваться или нет. Теперь я покажу, как я вязала седло на лошадь. Вязала седло из пряжи Yarn Art, камелия, 70% полиэстер и 30% металлик. Вот серебро и золото. Ну, они тонкие, я вам буду показывать на обычной пряже. В кольцо амигуруми провязываем 3 столбика с одним накидом. Вместо петель подъема я сразу провяжу столбик с накидом. Вытягиваем петлю, перекручиваем, вытягиваем и провязываем 1, 2, 3, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. И опять 2 воздушные петли. И 3 столбика с накидом. Две воздушные. И так вяжем по кругу до тех пор, пока у вас не будет 6 раз по 3 столбика. И между ними по 2 воздушные петли. Вот мы провязали 3, потом 4, 5 и 6. Провязала 6 раз по 3 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этой партии провязываем 2 воздушные и в первый столбик соединяем. И нитку отрезаем. И вытягиваем. Хвостики нужно будет сразу заправить. Теперь центр стягиваем. Теперь берем нитку другого цвета, ту, которая вам нравится. И заходим в арку из 2 воздушных петель в любом месте. Придерживаем хвостик, вытягиваем петлю, придерживаем, перекручиваем, вытягиваем петлю и провязываем. Столбик с накидом 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Две воздушные.
И сюда же еще 3 столбика с накидом. Три. А когда переходите в следующую арку, то воздушные петли вывязывать не нужно. Сразу 3 столбика с накидом. А вот теперь 2 воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика. Переходим в следующую арку. Воздушные петли не делаем. Три столбика с накидом. Две воздушные. И сюда еще 3 столбика. Так, закончили мы этот ряд и соединяем с первым столбиком. Вот получается шестиугольник. Отрезаем нитку, вытягиваем и хвостик прячем. Затем берем нитку того цвета, который вам понравился. Я возьму опять желтый. И заходим в арку из 2 воздушных петель. Вытянули. Хвостик придерживаем, вытягиваем петлю, перекручиваем, столбик с накидом 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 4. Теперь нужно провязать 2 столбика с накидом вот под эти петли. Так, 1. И сюда же 2. В итоге у нас 3 столбика. Опять сюда же 3 столбика с накидом.
3. В следующее отверстие провязываем 3 столбика с накидом. Три. В арку 6 столбиков с накидом. Шесть. В следующее отверстие 3 столбика. Три. В арку 6 столбиков. Шесть. И опять в это отверстие 3 столбика. Три. Напротив этого элемента в эту арку провязываем 3 столбика. Четыре воздушные петли. 4. И вот под эти 2 петли 2 столбика с накидом. В эту же арку 3 столбика с накидом. В это отверстие 3 столбика с накидом. В арку 6 столбиков с накидом. Шесть. Сюда в отверстие 3 столбика. В арку 6 столбиков. Шесть. И в последнее отверстие 3 столбика.
И вот такой мотив получается. Теперь соединяем с первым столбиком. И петлями перехода доходим вот до этого места. И вот сюда. Вот одна петля есть у нас, и еще 2 петли нужно набрать. Вот 3 петли. И теперь по принципу вязания тунисским крючком закрываем. Одна петля есть. Вторую берем вот так. И третья. И опять закрываем одну. Теперь 2 петли сразу. И еще 2 петли. И опять одна петля есть. За тунисский столбик. Вторая. И третья. Закрываем одну петлю. Потом провязываем 2 и 2. И так вы вяжете ремешок или подпруга, как правильно называется, не знаю, которая проходит под животом лошади. После того, как свяжете достаточное количество вот этого ремешка, этот элемент приколите по центру на спине лошади. Приколите булавками. И измеряйте, сколько вам вязать. Когда будет достаточная длина этого ремешка, с этой стороны соедините. После этого я взяла мононить и иголкой пришила это седло. И можно немножко захватить на ремешке. И вот закреплено все. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Если возникнут вопросы, спрашивайте в комментариях, я вам всегда отвечу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.